Доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Custom Truck и привет всем хорошим людям! Сегодня мы занимаемся Вольвой. Юра на заднем плане там готовит раму к тому, чтобы ее мы могли удлинить. Мы сейчас немножко освобождаем зиломановскую раму. Кто помнит раму, которая была вместе с мотором от Зиломана. Вот, и ее я планирую вот туда, в заднюю часть, вварить. Вот. Ну, еще из новостей нашел я вот такую фурнитуру специальную, чтобы нам собрать наш клапан. Вот этим я сейчас займусь. Трубка здесь 4 и вот такие маленькие, ну, как это называется, фитинги, наверное. Так что нам нужно соединить вот отсюда выход, вот сюда. И после этого мы запустим Вольву, попробуем накачать воздух, и нам будет понятно, что и как. Вот эту часть рамы мы будем использовать. Она как раз здесь широкая, а там уже. И поэтому она для нас подойдет оптимально. Вот, единственное, нужно все освободить. И это создает проблемы, потому что очень-очень много всякой тут мелочевки, болтов, всего понакручено. Но сейчас потихоньку самое страшное, стремянки уже открутили. Вот, снимем мост, и потом у нас будет уже возможность дальше здесь колупаться. Друзья, прошел примерно час, и вот такой у нас результат. Раму почти всю разобрали. Также была приобретена вот такая новая маска у нас. Видите, Solaris. Серьезная очень фирма. Вот, ну переходим потихоньку на технику Solaris, почему-то, не знаю. Сейчас моя задача, во что мы уперлись, это поперечина у нас забита грязью, и не могу никак долезть туда. Поэтому сейчас отрежем вот эти клыки, тогда у нас появится доступ, и сможем мы что-то дальше колдовать. Нужно перевернуть раму, чтобы открутить эти все кронштейны. Одним словом, сейчас нужно отпилить вот эти два нам клыка. Ну вот, вся рама наша готова. Длины ее нам достаточно. Еще даже вот в конце есть и для пальца такое специальное отверстие. Сейчас мы перемещаемся в гараж и будем там внутри примерять нашу конструкцию. Как что будет, сейчас все будем смотреть. Из плана у нас это только то, что я увидел во сне. Больше ничего нету. Не получается. Ну не надо бежать. Зацепишься по железякам по этим и все тогда. Нет, заводи сюда. Так. Ну вот. Так, ну вот у нас здесь первые попытки выставиться. Наверное, час мы здесь ходим кругами с рулетками, не пойми что. Но принято решение опускать вот эти вот наши балки ниже, почти вровень с рамой, чтобы они были. Будем вырезать вот там, как на беленьким этим карандашиком нарисовано.
Вот, пытались здесь вот, ну, чтобы вы понимали, сколько раз мы здесь смещаемся, вымеряем расстояние, чтобы новая резина стала и т.д. и т.п. Вот, поэтому сейчас померяем диагонали, взяли веревку, и нам будет понятно, насколько мы здесь промахнулись. Или нет. Да, не же надо натянуть. Или как ее? Ну так, ну примерно. Тут можно тянуть плюс-минус, блин. Ну давай, я степень натяжки знаю примерно. Вот сейчас меряй, как мерял. А я буду мерить, как я мерял. Давай. Готов? Ну, Ну так-то идеально, вот примерно так я и натягивал там. ну и все. Так, друзей бы не сбить с ног. Держи. Так. С нашим измерительным инструментом. Блин. А мне тут колес мешают, видишь? Где мне мешали тоже колеса? Слушай, ну тут идеально получается. Вот так, да? Ну, где-то Миллиметра 2 может быть. 3 миллиметра. У тебя больше. Да, длиннее. Длиннее. Сейчас даже длиннее. тут- Не, все правильно, это я неправильно положил. У меня пруд криво отрезан. Все, идеально. Ну что ж, все замерили. Ну 3 миллиметра чуть-чуть есть разница. И то Юра говорит, что ну чуть по-другому перевернулся у него. Ну примерно, то есть вообще почти четко. Сейчас мы приступаем к снятию колес. Нам нужно поставить 4 колеса, более или менее, на заднюю ось. И у нас имеется 4 колеса новых. Они будут на ведущей оси. Для этого нам понадобится специальный ключ с редуктором для снятия колес. Ого, колеса зажаты сильно. Да, придется немножко повеселиться. Колеса зажаты очень сильно. Скорее всего, они очень давно не откручивались. На улице холодно, мороз. И в гараже у нас не жарко, но мне уже стало жарко от этой работы. Люфт немножко есть, подожмем подшипник и ставим колеса обратно. Друзья, товарищи, посмотрите, какой классный подарок к нам приехал на нашу Volvo, пневмосигналы. Огромное спасибо нашему зрителю и подписчику Алику из Голландии. Он прислал 2 сигнала на наш Volvo эвакуатор. В Volvo будет звук просто безумнейший. Дуды будут стоять. Огромное спасибо Алику за то, что не остался равнодушным, а вот потратил столько времени на то, чтобы все это отправить из Голландии. Все, мир не без добрых людей, я об этом говорил вам 1000 раз. Бензин взорвать. Надо лить. А? Лини, наверное. Нет, опасно, Юр. Опасно.
Может деревяшку лучше, хоть вот он не убьет. Давайте хоть деревяшку. Да давай, в ту сторону, иди, вот отсюда, чики, все. Села, да? Дай монтировку. Понимаете, когда Друзья, именно с этого момента начинается шиномонтаж на Volvo. 4 новых колес. Одеваться Белшина не хочет, естественно. Очень твердая, на морозе еще твердее. Но мы не сдаемся. Одно одето, осталось 3. Раз, два, три. Вверх. Видишь? Это жопа. Сапог загорается. А? Сапог загорается. А Белшины нет. Неудачная попытка. Бабаха не было, надо больше. Дырка большая слишком. Но оно все равно должно сдуваться. Друзья, пишите, как это делать. Задолбало, блин. Так, попытка номер 2. Мне дуть или не дуть? Давай зажигай. Да он не зажигает. То может шахнуть. Можно дуть? Да. Готов? Я стою. Раз, два, три. Тю! Вот так должно работать. Просто нужно бензина побольше лить. Нет, должен быть доступ кислорода. Должен быть доступ кислорода во внутреннюю полость колеса. Тогда шансы большие. Чем больше доступ, тем лучше взрыв. Готов? Раз, два, три. Вверх. Два, три. Вверх. Вот тряпка. Тихо, не дуй, не дуй, не дуй. Ну не дуй, говорю, ты же раздуваешь еще больше. Понимаешь, что тебе весело? Положи. Просто положи. И подожди. 2 секунды. Все ж не хочет одеваться. Типа так надо, чтобы... Да? Или надо тыкать ее туда? О, вот твой бензин есть. Сколько туда надо? 10 литров? О, Газовать? я не знаю. Не. Давай, поднимай его. О, смотри, ручьем его бензин. Раз, два, три. Села? Да. Я не успел отойти. Это жуткая система шиномонтажа, которая безумно опасна. Без нее никуда. Это, кстати, 3-е колесо, еще одно. Мы вышли на новый уровень факела. Вот такая доска теперь, которая, если шуганет, так можете пришибить. Если даст А ты тот раз не успел убежать. Ну да, тот раз не успел. Вот что доска делает. Вот что значит инструмент. Ладно, оно село или нет? Села или нет? Давай, оно село. Вон тряпка.
Это было 4-е колесо, и на сегодня шиномонтаж закончен. Целый день у нас ушел, ну вот 2 часа у нас осталось где-то, и в принципе за это время мы успеем просто их поставить и примерить нашу площадку. Друзья, товарищи, проведена достаточно большая работа. Установлены новые наши колеса уже на мост на задний. И самое главное, что теперь мы можем выставлять нашу площадку. С Юрой мы вымеряли, уже даже прорезали вот здесь наш основной надрамник. Вот, он прорезан на всю длину, осталась только нижняя стенка. Это делается для максимальной высоты минимальной. Да? Нам нужна минимальная высота от земли, чтобы возить высокие грузы. Поэтому идет борьба за каждые сантиметры. И вот здесь мы экономим фактически 4 сантиметра еще высоты. Это самое нижнее положение. Вот мы выставили здесь, перемерили плоскости, у нас все идеально выставлено. И следующий этап, что нужно здесь будет сделать, это обваривать это все. И хотим боковые швеллера тоже приварить, чтобы нам понимать, как у нас здесь все смотрится и как выглядит. Потому что пока что зазорчик у нас минимальный, порядка 5-6 миллиметров. Вот, в самом нижнем положении. То есть это немножко смущает, но тем не менее, единственная проблема будет, это, наверное, при снятии колеса придется поддонкрачивать раму. Вот, возможно, посмотрим, как это еще, но если что, можно воздухом подняться и подставить что-то, и он будет стоять. Ну, так теоретически. Вот, так что в борьбе за высотой погрузочной приходится вот такие нюансы, как бы, ну, закрывать на них глаза. Друзья, можете нас поздравить с первыми сварочными швами на нашем эвакуаторе. Ну, надеюсь, у нас все получится. Я не позиционирую этот эвакуатор как прям идеальный вариант. Это наш, естественно, первый опыт. И хотелось бы сказать, что главное во всех наших видео это то, что можно, имея желание, справиться с любой задачей. И вы не бойтесь, пытайтесь, старайтесь и справляйтесь. И все получится. Главное, как я всегда говорил, не падать духом. Первые прихватки показали, что, во-первых, у нас разные вылеты дисков, так, он сразу заметен, и слишком маленькое вот здесь расстояние. Но мы ограничены по ширине площадки. На что я рассчитывал? Я рассчитывал на то, что когда накачается воздух, у нас вся платформа поднимается на 10 сантиметров, и зазор во время движения будет вот здесь. То есть он будет, ну, больше, так, он будет у нас порядка 2 сантиметров, так. Здесь он будет, ну, то же самое, в принципе, почти 2 сантима. Но мосты ведь будут гулять, явно какие-то нюансы будут. Вот, то есть где-то на повороте не хочется, чтобы эти колеса терлись о площадку. Поэтому, наверное, все-таки я потеряю чуть больше времени, но сделаю получше. То есть какой план? Срезать с этого профиля 2 сантиметра, может 1,5. С этого 1,5. И с той стороны профиль, который будет, тоже срезать 1,5 сантима.
И у нас вот этот зазор увеличится уже с 2 до 3,5. А 3,5 с каждой стороны это уже достойный зазор. Поэтому, думаю, лучше потратить время. Мы никуда не спешим. Нам в рейс срочно ехать не надо. Но сделаем нормально. Вот. И поэтому сейчас я попытаюсь пилить. Наверное, здесь будет пилить мне удобнее, пока она приварена. Вот, попробую пилить. Пилить буду, наверное, болгаркой с той целью, чтобы вот эта внешняя кромка была красивой. Вот, оставалась красивой. Ну, наверное, так буду делать. Наносим разметку и пилим. И швеллер, кстати, очень кривой. Я не знаю тоже, что с этим делать. Вот, то есть, ну, он вот так вот болтается. Его можно выровнять, конечно. Жесткость в этой плоскости, а вот в этой плоскости жесткость у него слабенькая. Но нам как раз-таки нужна в этой плоскости, поэтому все нормально. Хьюстон, у нас проблемы. На то, чтобы отрезать вот эту часть, ушло полкруга. Так. Попробовал резать плазморезом. Вот это плазморез, он режет, но сам рез уходит вовнутрь. То есть он режет вот так вот. Не вот так, не под таким углом, а вот так. То есть играет сам вот угол атаки. То есть, как плазма это пошла, так она, нету ровности отреза. Нас такой вариант не устроит. Вот, поэтому, ну, вы можете видеть, он может где-то как лезвие, где-то ровно резать. Вот, это такое себе. Так что убираем нашу конструкцию и пилим болгаркой. Но обратного пути уже все равно нету, нужно пилить. Ой, вымучился я, друзья. Порядка 40 минут, может быть даже 50 ушло на то, чтобы отпилить вот этот профиль. А однозначно с той стороны я его пилить не буду. Это нецелесообразно, очень долго. Ушло так, 8 кругов на большую болгарку 230-х на весь этот процесс. Вот представьте. Вот, ну все, уже в стружке здесь. Я надышался тоже от души. Вот, уже потом и наушники одел, потому что такой звон идет. И ты болгарку останавливаешь, а профиль еще звенит очень долго. Вот, поэтому вторую половину мы будем резать чуть позже, потому что мне нужно докупить кругов. У меня остался вот этот круг и еще там один. И все. Вот, поэтому еще с десяточек нужно купить. Я думаю, здесь работы достаточно, тем более мы немножко отдохнем от этой работы морально, потому что у меня уже просто рука левая отваливается держать эту болгарку. Ну и сейчас мы отпилим наши кронштейны, сдвинем всю площадку на 1 сантим. Вот, на 1 получается, да? Нет, на 2 сдвинем, а там придется те кончики нам удлинить по 2 сантиметра. Ну, ничего не поделаешь. По-другому никак, только в опыте рождается истина. Снимаю этот профиль, его вытащу на улицу, чтобы пилить на улице в следующий раз. И буду по чуть-чуть, потихоньку его пилить. То есть отпилил 2 метра, положил, отдохнул. И руки отдохнули, и болгарка отдохнули. А сам буду заниматься чем-то другим параллельно. Ну вот такой план. И, наверное, буду срезать и со второй стороны тоже, чтобы площадка была симметричная, красивая. И даже у нас будет зазор тогда побольше. Лучше потрачу чуть побольше времени, но будет хороший результат. Наверное, это правильно. Друзья, срочный лайфхак, как правильно пилить болгаркой. Вот я начал пилить сейчас по другой системе. Под своим весом болгарку отпускаю, и она сама себя пропиливает. И руки посвободнее, не так устают. И круг изнашивается в 2 раза медленнее. Вот когда я раньше вот что-то пытался поддавливать, ничего не давим. По кругу плоскость работы где-то под 70 градусов, угол атаки так 60-70, не 45, ну, чтобы круг был на 30% в заготовке, грубо говоря, вот так вот примерно. И вы знаете, вот
с помощью 1,5 круга мне понадобилось, чтобы пропилить почти половину. Аккуратненько, потихоньку. Да, чуть медленнее, но на воздухе лучше, и дышать легче, и очки не потеют, и нету пыли. Почти дорезал до конца, чуть-чуть осталось, но появилась другая проблема. Наш профиль превратился в банан. Вот, теперь у нас площадка будет бананообразная. Вот, но это ничего страшного. Я думаю, потом мы просто выровняем ее планками, и все будет хорошо. Надеюсь. Вот, но побеждаю ее, побеждаю по чуть-чуть. Но уже круги закончились. Но и с временем я тоже ошибся, потому что сейчас уже час, и реально вот до обеда я только вот смог 2 эти штуки распилить. То есть по ощущениям, что минут 40, на самом деле 1,5 часа где-то уходит на то, чтобы пропилить это. Ну, вы понимаете, очень-очень медленно, по миллиметру идет. Ну, где-то вот с передышками 1,5 часа. Нашел еще 4 круга и отрезал наш профиль. Все, он готов. Я даже прошел окантовку, уже всю убрал. Вот мой первый опыт плазмореза, да, не очень хороший. Ну, вот так сбивается поток, и как бы, ну, не совсем все это четко. А так, видите, все аккуратно и красиво. Все, наш сейчас банан заносим вовнутрь. Расшиваем планки, смещаем, наращиваем и продолжаем возиться с этой мега конструкцией. Что получится, надеюсь, не банан. Но он хотя бы теперь уже легче и можно переносить спокойнее. Примеряю я наш банан, и пока вы стояли на штативе, вот там в углу, я отрезал еще один швеллер. Вот он. Его я пропилил только с одной стороны. Так. Это будет низ. Он тогда не теряет свою плоскость. Вот. А вторую часть будем отпиливать на машине. Вариантов нету, чтобы его не вело. Вот. Сейчас его заволоку вовнутрь. Одному, конечно, такое себе. Ну, что поделать. Чего страшного. Сейчас будем его примерять. Видите, нарастил я сюда 3,5 сантиметра. Он хорошо, чуть-чуть легче теперь без этой планки. Контрольный замер 84,5. Чуть-чуть назад. 84,8, наверное. Опа! Аптека. Так, еще немаловажный показатель. Вроде все нормально. Идеально. Также вымерил вот это расстояние. Оно одинаковое должно быть и справа, и слева. Все четко у нас. Так что можем теперь прихватывать вот эти перемычки. И теперь нужно вставлять, чтобы перемычки там, чтобы нам выровнять борт. Ну вот, сначала будем вставлять перемычки, которые максимально нам близки. То есть вот здесь нам точно нужна перемычка, вот здесь нам нужна точно перемычка, здесь точно. А потом уже будем добавлять в местах, где будет не хватать. Сейчас сделаю макет для выреза, а также заварю вот эту вот, ну прихвачу, скажем так, заваривать пока не буду, мало ли что. Потому что, видите, то там приходится все-таки отрезать это дело. Изготовил вот такой макет и с его помощью вырезаю плазморезом отверстие под перемычки. Вот так он одевается, горячий,
и его обводишь. И получается нормальное достойное отверстие. Вот, смотрите, оно все равно под сварку и вполне качественно, мне кажется. Болгаркой гораздо сложнее это отверстие сделать, потому что и так прорезаешь, и так все в искрах, а этот, все искры идут вовнутрь, прям то, что надо. Сейчас покажу вам. Ну, вот так это происходит. Достаточно быстро и как бы без проблем. Хорошая штука. Потихоньку начинаю привыкать к плазморезу. Выпилил там 2 отверстия и сегодня вот еще бахнул 2. И, в принципе, сейчас вставлю планку. Она у меня уже отрезана. Банан наш выравнивается потихоньку. Уже он не такой и банан. Видите, только там вот возле колес чуть-чуть бананит. Но как только мы там вставим вот перемычку возле колеса, я думаю, он встанет на место и все будет четко. Та сторона, отпиленная только снизу, она ведет себя отлично, никаких изгибов нету. Когда мы вваримся там перемычку, то, я думаю, отпилим и все будет вообще четко. Работа это очень муторная, нудная. Но ничего не поделаешь, потихоньку, помаленьку. Сделаем чуть-чуть, перейдем на другое. Сделаем еще чуть-чуть, перейдем на другое. К счастью, количество проектов нам позволяет это делать. Мы никуда не спешим, поэтому лучше будем делать чуть медленнее, но зато качественно. Относительно качественно. Но потихоньку сваримся. За эту часть я не переживаю. Вот за хвост там, конечно, нужно будет не спешить. Все тщательно вымерить, потому что непонятно, нужно делать, чтобы и подвеска наша работала, и чтобы все хорошо. И самое главное, это сделать угол отличный, чтобы был, и длину хвоста. В общем, нюансов очень там много. Трапы как делать, тоже непонятно, все будет зависеть от угла въезда и т.д. и т.п. Так что пока что продолжаем работу. У нас маленькая проблема, прогорела сопла. И лопнула эта крышка. Ну как лопнула это, я ее бахнул. Надо пробовать менять, у меня есть запасные. Сейчас попробуем. И горелка повредилась тоже немножко. Дело в том, что нужно четко вот это вот все делать, потому что как только пропадает контакт между соплом и самой горелкой, начинает гореть горелка, поэтому нужно быть очень внимательным и не спешить. Походу все, приехали, блин. Малиновая лада. Малиновый закат. Я так понимаю, у нас все-таки отгорела часть этой штуки. Как-то она должна здесь становиться или что, опираться на это, потому что когда я вот так собираю, то у нас вот эта часть, вот, она болтается. И явно воздух будет идти мимо, и работать это не будет. Пришлось выпиливать болгаркой, но все получилось тоже. Болгаркой просто все летит вокруг. И очень неудобно. Больше всего меня смущает наш банан. Он мне вообще не нравится, фигня какая-то.
выпиливаю болгаркой. Запчасти для плазмореза поеду посмотрю. Вот, продвигаемся потихоньку. Все кривое как банан, но я не падаю духом. Это самое главное. Смотрите, добавилось у нас перемычек, да? Сразу вырисовывается вся картина. Сейчас моя задача вот сюда добью вот этот прогал, чтобы уже была видна вся площадка. Нанес разметку. Здесь у нас будет идти каждые 33 сантиметра. Вот более усиленная здесь часть, потому что здесь всегда будет что-то стоять. Вот. По поводу доусиления здесь тоже вставим еще одну перемычку. Эти перемычки толщина 5 мм, они очень держат большую нагрузку. Вот, надеюсь, выдержат нашу нагрузку. По поводу крыльев, здесь будут крылья идти такие. Немного переживаю, что они могут проломаться. Вот, но думаю, что мы сделаем. Если вдруг они проломаются, то будем что-то думать. Но здесь планирую сделать тоже усиление такого вот плана. Так, и здесь тоже усиление такого плана. И тогда, я думаю, будет все это держаться, если честно. Такая у меня мысль. Вот. Но сейчас задача у нас, видите, пришлось здесь немножко повозиться, потому что у нас здесь крепления будут. Вот там, здесь, чтобы наши перемычки не попадали на крепление. Вот тоже немножко рассчитывал здесь как бы. Ну, вроде бы все получилось. И фактически осталось только их прорезать. Вот 5 штук здесь. И вставить. Сейчас этим займусь. По поводу бананонизма. Вот здесь водительская сторона у нас все четенько. Прям вообще классно. Вот, а та сторона еще пока что чуть подровнялась она, но пока что вот в той части бананонизм присутствует. Поэтому буду сейчас делать, смотреть, выставляться, где-то что-то отгибать. И я понял, почему банан такой получился, потому что я там резал плазмой и сильно нагрелась в той части вот кусок этого профиля и согнула профиль. Вот именно в этом причина, потому что прям в том месте видно, вот волна вот такая идет, и ничего с ней сделать не можешь. Вот что самое главное. Но неважно, если чуть-чуть будет там какая-то кривизна, это не сильно страшно. Все, продолжаем, выпиливаем вот эти кусочки теперь. Ну вот, ребята, принимайте работу. Какая красота, а? Кстати, банан наш выровнялся. Все четко. Чуть-чуть есть, но это не страшно. По сравнению с тем, как было, все гораздо лучше. Вся площадка в плоскости, все четко. Вот, удалось мне доделать этих 5 штук. В редукторе маленькой болгарки какие-то звуки. Уже прям страшновато на ней пилить. Ей пилить. Вот, но оцените масштаб работы, очень-очень много проделано. Блин, нос вот такой у меня уже, нужно немножко отдохнуть. Да, потом опять продолжим. Вот, так что такой результат, я результатом доволен. Здесь у нас 33, 33, 33, 33, 33. Здесь чуть побольше из-за бака и аккумулятора, но здесь нагрузки не будет. Когда сварим здесь усиляющую вот эту защитный козырек, то у нас будет все гораздо жестче в этой части тоже. Вот, так что, ну, работаем. Особо интересного ничего нету. Пили, вари, пили, вари, пили, вари, пили, пили, перевери. То, бросили и все. А ты сделай. А что я сделаю? Ну и все. Перед уходом еще обдул всю раму пистолетом, сжатым воздухом, потому что много где осталось крошки вот этой, знаете, от болгарки.
Вот, так что я думаю, это эффективное будет средство, чтобы ржавчина это не оставалась, знаете, они потом крошка это ржавеет и остается на краске, ее потом никуда не удалить. Вот, и еще забыл попрощаться. На этом все. Огромное вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, а также ставить лайки. Вам только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока!